Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой женщине вы нравитесь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Знаете, вот сейчас мне показывают информацию, что вы как будто закрылись от любви. Вот закрылись. Знаете, вот как говорят, сердце закрыто на замок. Вот в вашей жизни была красивая история любви, которая осталась далеко позади и которая оставила такой глубокий шрам в вашей душе. После этого вы закрылись для женщин, для чувств, для каких-то отношений, да? Понятное дело, что это общий расклад, у кого-то из вас может проиграться небольшая такая романтическая история, но опять-таки для серьезных отношений, тем более думать про новую семью, пока вы не готовы абсолютно. Также среди вас есть такие, кто все еще, да, вот мечтают о том, чтобы помириться с женщиной. Как бы тяжело не было, как бы больно не было, но вот тянет. Тянет как будто магия, как будто что-то такое, я не знаю, сверхъестественное, да, вот как будто наваждение. Живете прошлым. Часть из вас живет прошлым. Напишите в комментариях, у кого проигрывается. Далее, ребят, смотрите, среди вас есть люди, которые связаны как-то вот с формой, с армией, да, которые сейчас находятся в не очень такой простой ситуации. Здесь, скорее всего, идет общение с женщинами на расстоянии, ну, по интернету, скажем так, да, либо же это какие-то редкие встречи, да, а в большинстве своем там по телефону, по интернету общаетесь. Здесь вам хочется банально почувствовать себя нужным, да, почувствовать, что у тебя кто-то есть, что у тебя, может быть, кто-то ждет, да. Вы понимаете, о чем я говорю. Простите, немножко приболела, поэтому тяжело разговаривать. Здесь такая ситуация, когда вот вы общаетесь на расстоянии. Я сейчас к вам обращаюсь, ребят, кто связан с формой, кто общается на расстоянии, да, с женщинами. Эти женщины, они не станут вашими будущими женами, скажем так. Да, они могут быть любовницами, да, они могут просто быть, знаете, вот вашим таким временным другом, подругой, да, вот временной какой-то отдушиной вашей. Но вы не будете вместе с ними, потому что это абсолютно временная история. Я делаю акцент. Женщины, вот, которые с вами связаны, да, почему общаются? Как ни горько, вот они считают, что вы имеете довольно неплохую прибыль, вы имеете много чего, да, ну то есть зарплаты очень неплохие, да, у людей, которые с армией связаны. Поэтому вот они с таким, знаете, с посылом в будущее. Вот они общаются с вами и просчитывают уже на 2 шага вперед. Вот что они от вас могут поиметь. Поэтому будьте осторожны. Я так аккуратно остановилась, да, на этой теме. Не хочу я бередить эту тематику, да. Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Сейчас очень непросто это все. Просто смотрите, чтобы не было кидалова, чтобы не было никакого разводняка. Будьте просто осторожны. Далее, смотрите. Вы человек, в общем-то, очень такой, ну, живчик. Вы не лежебока абсолютно. Вы очень такой импульсивный даже. Бывает, совершаете такие, знаете, вот поступки иногда в чем-то даже резкие, неожиданные. Вы можете как романтический какой-то поступок вообще по жизни совершить, да, вот, допустим, ну, неожиданно приехать, либо же там неожиданно какой-то сюрприз сделать женщине. Вообще вот по жизни вы такой человек. Вы не будете сидеть, раздумывать. Есть такая своего рода рисковость, да, в вашей жизни. Вот вы любите риск.
О последствиях, может быть, вы уже потом будете задумываться, но можете иногда чудить, ребят. Хотя будьте осторожны. В принципе, вот эти вот ваши чудеса, они до добра могут не довести. Вы человек ревнивый, вы человек страстный, вы, ну, такой огненный, да, вот, потому что туз жезлов у нас обычно говорит о огненном человеке, активный, деятельный, быстрый, да, вот у вас 10 дел одновременно может происходить, да, вы и тут, вы и там, Фигаро тут, Фигаро там, ну, вот такое вот. У кого-то может даже проиграться огненный знак зодиака, вот вы такой огонь по жизни во всех отношениях. Ну, плюс мужская сила у вас такая, будь здоров, да, вот прям как этот жезл, ну так, крепенько. Чего я вам всем желаю до 100 лет. Давайте смотреть, что еще происходит в вашей жизни и какой же женщине вы нравитесь. Так, ну знаете, вот мне почему-то хочется сказать, что вы в большинстве своем вот сейчас, может быть, это какой-то временный период, все равно, вот как бы там ни было, вы больше общаетесь с мужчинами. Но не подумайте ничего плохого, про смену ориентации мы не говорим, да, вы по своей, может быть, по деятельности, по работе, опять же, это с армией может быть связано, вот в вашем круге обитания больше общения с мужчинами. Может даже проиграться, что, ну, вынужденно, да, вот, допустим, вы куда-то уехали, там какая-то, я не знаю, передислокация, еще как угодно. Вы, понятное дело, в большинстве своем с мужчинами. Поэтому как-то вот личной жизни я как таковой у вас не вижу. Даже те, кто не связаны с армией, я бы сказала, что вот у вас сейчас какое-то затишье в личной жизни. Напишите в комментарии, у кого проигрывается, ребят. Денежка у вас, в принципе, всегда была, есть и будет. Вот я не вижу таких каких-то финансовых у вас проблем. Вы умеете хорошо зарабатывать. Ну, как хорошо, относительно, да? Много денег не бывает, как говорится. Но, в принципе, всегда у вас денежка есть. В крайнем случае вы можете одолжить, даже если там до зарплаты не хватает, вы всегда одолжите, отдадите. Ну, то есть таких вот у вас проблем я не вижу. Человек вы очень справедливый, человек, который, знаете, и даже если вы когда-то в своей жизни поступали, ну, назовем это не очень красиво, да, разные бывают ситуации, вас потом до такой степени мучает совесть. Вот именно ваша вот эта порядочность, она как будто какой-то тараканчик сидит в голове и потом начинает вас долбить, да, что же ты сделал, а зачем ты это сделал, начинаются муки совести. То есть вы не из тех, который обманул и все и забыл. Вот даже если в какой-то мелочи вы скажете неправду, вас будет мучить совесть. Вот будет мучить, вот как-то некомфортно будет, да, вот вы не в своей тарелке будете. Это, в принципе, хорошо, да, значит, еще не все потеряно. Итак, давайте-ка смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад. И, кстати, забыла сказать, что вы терпеть не можете конфликты. Вы очень мирный человек. Какая женщина пришла? Ух ты! С этой женщиной у вас может проиграться даже в будущем новая любовь, новые отношения. Это будет такой зародыш новой любви. Это самый такой, знаете, самый такой момент, когда вы будете и присматриваться к женщине. И будете, опять же, вы будете, знаете, и самоедством заниматься, и в то же время вас будет к ней тянуть. Она уже вас знает. Ну, судя из расклада, да, вот как название расклада, в принципе, кому вы нравитесь. Она уже вас отметила для себя. Ну, смотрите, женщина активная, женщина моложе вас, женщина такая, но она, в принципе, тоже, как и вы, огонь. Вы два такие огня. Вы можете представить, что вы будете чудить, когда вы сойдетесь? Она давно положила на вас глаз. Отступать от своих планов она не будет. А в ее планах вас захомутать, охмурить, покорить, как угодно называйте.
Вот именно эта женщина, да, она не будет в наглую, там, да, приходи в гости, там, на чашечку чая и так далее. Нет. Она будет очень тонко, как-то вот изысканно будет придумывать какие-то женские такие штучки. Да, это будут маленькие манипуляции, но она придумает что-то такое, чтобы с вами сблизиться. Эта женщина абсолютно свободная. Это женщина, с которой никогда не соскучишься. Вот она вам такой покажет высший пилотаж, опять же, и в интимной жизни. И вообще по жизни она настолько такая непоседа, она такая активная, что даже если вы, казалось бы, уже там, ну, в более-менее возрасте, да, там, ну, пусть даже за 50 возьмем, вам захочется, допустим, больше дома посидеть, захочется какого-то покоя. Но здесь покой будет только сниться во всех отношениях. Здесь будут и бессонные ночи. Здесь ваш Бобик будет лаять от радости, потому что давно он так не лаял, и никто не делал ему искусственное дыхание так хорошо, как будет делать вот эта женщина. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Давно я Бобика почему-то не вспоминала, что-то я уже подзабыла про него. Это женщина, с которой вот абсолютно будет другая жизнь во всех ракурсах. Она станет более активная, она будет более страстная. Здесь и переполнение эмоциями, здесь и какие-то постоянно движухи, поездки, потому что дома сидеть она не будет. В каком плане? Это не значит, что она гулящая. Нет. Она постоянно куда-то мчится, да, вот что-то решает, какие-то дела. Допустим, на природу, на отдых поехали, куда-то там в новые страны, может быть, поехали. Еще какие-то там куча дел, шашлыки, там, речка, ну что угодно. То есть она такая непоседа, вот как раз слово непоседа очень хорошо к ней подходит. Это женщина, с которой, в общем-то, у вас будет любовь, да, это будет любовь, которая, ну, будет переполнять через край вас. Вот точно так, как этот кубок переливается, да, вот вода стекает, вот точно так же будут у вас эмоции переполнять вас. С этой женщиной я не скажу, что вы будете, ну, прям такая идиллия, да, а то прям сказка у нас получается. Нет. Она, в общем-то, ну, такая довольно с характером. Ну, не пугайтесь, она не сварливая старуха, нет. Эта женщина просто имеет свою точку зрения. Вот такого типажа женщины, они имеют свою точку зрения. То есть она всегда будет отстаивать что-то свое, да? Это могут быть какие-то дебаты, это могут быть такие небольшие споры у вас, но не конфликты, не путайте это с конфликтами. Это нормально, когда два человека спорят в каких-то таких моментах. И неважно, в быту, там, либо еще что-то по жизни. Просто каждый нормальный человек должен иметь свою точку зрения. Где-то нужно ее доказывать, где-то поспорить нужно, да? Поэтому здесь вы не соскучитесь. Я вам скажу, что вы ее будете ревновать просто как 17-летний мальчишка. У вас будет некий такой страх, чтобы ее, не дай бог, никто не увел. Вы будете, смотрите, как вы себя будете накручивать, как вы будете переживать, потому что особенно, когда она будет куда-то идти одна, вы будете безумно себя накручивать. Ребят, ну так нельзя, берите себя в руки. Она не из тех, кто будет изменять абсолютно, нет. Она настолько будет в гармонии с вами, ей будет абсолютно не до других мужчин. Не до других мужчин. Единственное, что мне вот не нравится, это такой может быть привет из прошлого. Это может быть проявление вашей бывшей зазнобы, которая начнет ставить палки в колеса, да, именно с помощью магии. Вот вы с бывшей, опять же, некоторые из вас, да, поскольку общий расклад, вы с бывшей, возможно, не поделили какие-то вот финансовые, материальные моменты. Что-то вы не дорешали, что-то не поделили. Здесь могут быть даже манипуляции через детей. Здесь она может даже с помощью магии начать вот строить разные козни.
Будьте осторожны. Вот в этом плане здесь действительно может быть проблемка. Здесь обман идет от бывшей. И по Луне, смотрите, вот она может проявиться. Причем проявиться очень так неожиданно. Проявится с какой-то такой, знаете, такой сказкой, манипуляцией, да, вот не знаю даже, как это назвать. Какую-то она историю придумает, вы это просечете. Вы просечете, вы в чем-то откажете бывшей. После этого она обозлится еще больше на вас, потому что вы не поведетесь на ее какие-то россказни, да, на сказки ее не поведетесь, она начнет что-то вот магичить. Поэтому будьте очень осторожны, ребят. А вот с этой женщиной, здесь я даже не знаю, здесь переживать вообще не о чем. Здесь любовь, здесь отношения. Здесь женщина, которая будет в вашей жизни, да, она, вернее, уже даже где-то есть рядышком, но вы пока не очень обращаете на нее внимание. Она подарит вам настолько такие, знаете, вот эмоции, о которых вы, наверное, подзабыли. Может быть, кто-то не испытывал давно таких эмоций. Жизнь станет другая. Абсолютно станет другая. В хорошем смысле слова. Чего я вам всем желаю, мои хорошие. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока!